Импорт авто из Китая упал на 60%. Ожидается рост цен на новые машины на 25%. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. В течение последней недели российский рынок новых автомобилей продемонстрировал рост по всем сегментам впервые за продолжительный период. Согласно данным аналитического агентства Автостат, количество проданных машин составило 26 836 единиц, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Однако, несмотря на положительную динамику, это не стало рекордным показателем этого года. Продажи в прошлом месяце обрушились до рекордно низкого уровня. Снижение составило 45,5% относительно этого же месяца прошлого года. В целом, в этом квартале, как сообщается в отчете Минпромторга, падение достигло 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основными причинами снижения активности покупателей стали высокие процентные ставки по автокредитам, нестабильность на валютном рынке, снижение покупательной способности населения и ожидание дальнейшего снижения цен из-за избыточных остатков на складах у дилеров. Эксперты сходятся во мнении, что этот месяц не принесет кардинальных перемен. Продажи сохраняются на текущем уровне, который значительно уступает прошлогоднему. Представители отрасли, включая как автопроизводителей, так и дилерские сети, дают схожие прогнозы. Этот квартал пройдет без роста, а улучшение может наступить ближе к концу года, благодаря накопленному отложенному спросу и возможному снижению ключевой ставки. Прогноз на год около 1 400 000 новых автомобилей, что на 11-12% меньше показателя прошлого года. По словам Рената Тюктеева, заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», в этом месяце продажи вероятно составят 80-85 тысяч машин. Генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич добавил, что в связи с продолжительными праздниками итоговые показатели окажутся немного ниже ожидания, хотя темпы ежедневных продаж могут остаться на прежнем уровне. Эту точку зрения поддерживает и Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза, который отметил, что в выходные россияне сосредоточатся на отдыхе, а не на покупках автомобилей. Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представителями легкового транспорта ГК «Альфа Лизинг», считает, что по итогам этого месяца возможен прирост на 10% относительно прошлого месяца. По ее мнению, многое будет зависеть от результатов прошлого месяца. Если они окажутся слабыми, этот месяц может продемонстрировать рост за счет низкой базы и начала отпускного сезона. Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании Рольф, ожидает, что в прошлом месяце реализуют около 95 тысяч автомобилей, что станет пока лучшим показателем года. В этом месяце он прогнозирует снижение до уровня 85 тысяч машин, обусловленное праздничным спадом активности покупателей. Большинство аналитиков сходится в том, что ценовая ситуация будет относительно стабильной. По мнению Тюктеева, существенных предпосылок к резкому росту или падению цен нет. С начала года стоимость новых машин в среднем снизилась на 6%, что компенсирует аналогичный рост за весь прошлый год. Терлюкевич считает, что текущий курс рубля позволяет дилерам удерживать цены на приемлемом уровне, поддерживая интерес со стороны покупателей. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» указывает, что низкий уровень продаж и избыток автомобилей на складах продолжит оказывать влияние на ценообразование. В настоящий момент покупателям предлагаются разнообразные акции и скидки, как от дилеров, так и от производителей. Однако высокие процентные ставки и дорогие кредиты продолжают оставаться сдерживающим фактором.
При этом в сегменте параллельного импорта цены, скорее всего, останутся высокими из-за внешнеторговых ограничений и дополнительных издержек. Иванов полагает, что дилеры продолжат предлагать выгодные условия. Некоторые бренды могут сократить объемы скидок, но по большинству марок акции сохранятся. После окончания праздников участники рынка будут анализировать поток клиентов и количество новых контрактов, на основании чего будут приниматься решения об изменении маркетинговой стратегии. Запасы параллельных автомобилей, по его оценке, обеспечат стабильные поставки как минимум еще на 3 месяца. Байбароша, в отличие от коллег, предсказывает возможный рост цен на 20-25% в сегменте премиальных автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Причиной она называет потенциальное изменение формулы расчета утилизационного сбора, в которой может учитываться не только базовая ставка, но и разница между отечественными и зарубежными пошлинами. Основными факторами, оказывающими влияние на рынок и стоимость автомобилей, по мнению специалистов, по-прежнему остаются уровень ключевой ставки и объемы нереализованной продукции на складах. Китайские производители, например, сократили импорт автомобилей в Россию более чем на 60% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это приведет к снижению давления со стороны избытка машин и может остановить дальнейшее снижение цен. Дополнительным фактором, как считает Байбароша, может стать информация о вероятном возвращении южнокорейских автогигантов на российский рынок. Сообщения о регистрации моделей Kia K4 и Hyundai Ioniq 9 могут заставить потенциальных покупателей повременить с покупкой, даже несмотря на то, что реальный запуск продаж в этом году маловероятен. В Ассоциации российских автомобильных дилеров не ожидают заметных улучшений ситуации без введения новых программ льготного автокредитования. При текущем росте процентной ставки, по мнению экспертов, автокредитование теряет привлекательность. Шапарин также отмечает, что затоваренность и высокая ключевая ставка создают ситуацию, в которой выгоднее держать средства на депозите, чем тратить их на покупку автомобиля. Он подчеркивает, что текущие акции и скидки не в состоянии стимулировать спрос в достаточной мере, и без системных изменений рынок останется в состоянии стагнации и еще месяца 4. Напишите в комментариях, сколько готовы еще не покупать новые машины. Ну и обещанная мною шутка. Это самая смешная ситуация в моей жизни. В понедельник моя жена сдала экзамен и получила права. И уже через 2 дня, первый раз сев за руль официально, она на первом же светофоре сбила своего экзаменатора. Шах и мат, братан. Ученик чуть не задавил учителя. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.